Итак, девчонки, привет-привет! Всех приветствую еще раз на своем канале. Татьяна меня зовут. Мы с вами приступаем к свитерочку. Расчеты мы с вами делали в предыдущем видео. Где его найти, я вот здесь вот ссылочку, наверху будет ссылочка, или же будет ссылочка в описании. Сейчас я не буду уделять этому внимания. Расчет реглана нам обязательно нужно будет, несмотря откуда мы вяжем, снизу или сверху, нам нужно обязательно расчет реглана. Вот. Что нам еще понадобится? Я буду вязать вот на таких круговых спицах, номер 3. Пряжа вот такая вот, Yarnart Baby. Здесь в 50 граммах 150 метров. Вот, потому что образец я вязала с нее, только был другой цвет. Нам понадобятся спицы, тоже такие же. Это для вывязывания рукавов. Номер 3. Чулочные. У кого нету, тот рукавчик будет делать по-другому. Я потом покажу, когда время рукавчика придет. Вот, крючок нам понадобится. Дополнительная какая-нибудь ниточка. Я люблю брать какую-нибудь хбшную. Ну, в общем, по ходу потом я вам это все покажу. В общем, Yarnart Jeans я использую как дополнительную ниточку. Вот, крючок любой, ну, не тонкий. Вот у меня 3,5. И наша любимая тетрадочка с расчетами. В том видео мы с вами сделали вот такой расчет. Это расчет основа. Вы себе его как бы оставьте, заложите. Какой бы вы реглан ни вязали, какое бы изделие, там свитер сверху, снизу, с застежкой, без застежки. То есть это будет основа. Здесь потом можно вносить какие-то коррекционные плюс-минус петельки. Вот, но это будет основа по вашим меркам для вашей собаки. Вот. И тут я... Такой рисунок, как бы такой художник я, да, но он был мелкий. Я вот его сделала побольше, чтобы вам было лучше видно. Мы сейчас начнем с него. Вот, и каждая петелька, чтобы у нас никуда не убежала, мы тоже будем ее фиксировать. И я вам буду объяснять, откуда что берется. Вот, смотрите, так как мы будем вязать снизу наверх, расчет реглана у нас готов. Мы сделали, то есть одно с другим будет это переноситься будет на этот рисунок, на эту схему. Вот, начинать мы будем отсюда. Тут я вот, видите, так как бы вот нарисовала. Это у нас будет резиночка тоже. Вязать мы будем поворотными рядами, туда-обратно. Посередине у нас с вами будет шов. Вот на изделии я вам покажу. Видите, здесь тоже идет резиночка. Это для того, чтобы края наши не закруглялись, не скручивались. Начинать тоже мы будем с резиночки и так далее. Вот здесь, видите, тоже идет резиночка. Ее можно поддержать тоже, как бы эту резиночку, да. Вот. Так что, в общем, давайте будем начинать и приступать. Со скольки же петель мы будем с вами начинать, да? Вот здесь вопрос. Я измерила попочку, да, ну, вот прям взяла сантиметр, подошла к собаке, вот так померила и посмотрела, думаю, ну вот 11, ну максимум 12 сантиметров нам самое оно, да, то есть вот здесь у нас с вами будет 12 сантиметров. Из того расчета, да, который мы делали из плотности вязания, мы с вами поступаем следующим образом. Мы с вами 12, ну, я делала расчет на 11, ну, давайте сантиметров, да, давайте так как бы и будем придерживаться 11 сантиметров, да, пусть будет. Это 1 сантиметр не так важен, но раз мы на нем закончили, пусть он так как бы и будет. Итак, смотрите, мы 11 сантиметров наших умножаем на количество петель в 1 сантиметре. 11 умножить на 2, 35, это получается 25, там 85, вот, да, то есть округляем до 26. И вот здесь мы пишем 26 петель. Вот, а вот это расстояние, вот это вот, да, это, сейчас я вам покажу, что нужно измерить. Это вот это вот, да, то есть мы вяжем вверх, нас интересует количество рядов наших. Это у собачки... Вот эта часть задняя, ну как бы у лошадей это называется круп, у собачек, может быть, тоже это называется круп. То есть вот эта вот задняя часть, да, вот лап можно померить вот от паха, от попочки, да, вот от края до паха. У моей собаки это составляет 8 сантиметров. Вот здесь я даже напишу 8 сантиметров. В рядах, опять-таки же, мы возвращаемся к нашим расчетам плотности вязания, да, и мы рассчитываем 8, мы умножаем на количество рядов. 2,86.
у меня получилось 22, 88, как бы, ну, нужно 23 ряда, но я пишу 22. Можно 24, это не так важно. Я пишу 22 ряда. Итак, 22 ряда. Но в 22 ряда в эти у нас входит, естественно, и резиночка. Да? Резиночка у нас всего будет, ну, рядов там 5-6. В общем, посмотрим, как, да, как получится, как дело пойдет. Главное, чтобы мы ее тоже учитывали, потому что в длину она, естественно, тоже входит. Вот. Пока вот этот вот этап, да, мы с вами, это вот я вам просто рассказываю, откуда какие циферки брать. Дальше я вот так отметила, мы на пузике будем тоже делать прибавки с вами 3 раза, потому как это наша талия, да, вот. И нам нужно сделать, ну, то есть сформировать эту талию. Вот. Вот они, видите, вот они идут. 3 прибавочки с этой стороны и 3 прибавочки с этой стороны. Вот. И вот эту вот часть нам с вами нужно будет. Смотрите, мы будем отталкиваться от обратного, да? Мы в этой части видео сейчас будем рассматривать, то есть до реглана, вот эту часть. Мы с вами сейчас ее посчитаем и свяжем в этой части. Смотрите, откуда что берется, да? Вот здесь в конечном итоге, помните, мы когда делали расчет, рассчитали вот эту вот цифру. У нас должно получиться вот здесь, да, я сейчас так вот прям нарисую, вот отсюда, то есть вся грудка у нас с вами должна получиться 74 петли, 74. Но, смотрите, начнем мы с 26, да, вот здесь сделаем прибавки, то есть в рядах, да, сколько вот 22 минус 6 рядов, да, давайте мы резинкой провяжем, 22 минус 6 рядов резинки, у нас с вами останется 16 рядов. 16 мы делим напополам, это получается 8. Вот здесь мы с вами сделаем с этой стороны 8 прибавок. И с этой, соответственно, стороны 8 прибавок. Вот, да? Итого, смотрите, что у нас с вами получается. Вот здесь уже, когда, то есть перед вот этим, вот эти, когда сделаем прибавочки здесь и здесь, и перед набором вот этого вот на пузике, сколько у нас с вами получится петель. Да, 26 у нас прибавится с вами, ну, 8, ну, пусть будет 8, да, и здесь. Это как бы не столь важно, потому что попочка может быть у всех разная. У вас может получиться 10 или наоборот 7 или 6. То есть я хочу вам дать понять, чтобы вы поняли, откуда что берется, да. То есть сначала нам самое главное сейчас вот это вот расстояние. То есть, да, вот это вот. Если мы сделаем ее большой, то вот это будет торчать на попе. Лучше пусть будет чуть-чуть покороче, потому что свитерочек в процессе носки, он потянется. Вот. Поэтому я говорю, от 6 до 8 прибавочек мы с вами сделаем. Вот. И общее количество, как мы выйдем вот, да, вот сюда. У нас с вами получается 26 плюс 8 плюс 8. 42 петли у нас получается с вами. Да? А нужно 74. Теперь давайте от обратного пойдем. Да? Общее количество, которое должно получиться на грудке, минус наши вот эти прибавки. 6, да? И минус 42, которые мы вот сделали вот здесь вот уже, да, на попочке. Остается у нас с вами 26 петель. То есть нам нужно прибавить 26, то есть 13 с этой стороны и 13 с этой стороны. Вот так вот, да? И все, мы с вами вяжем. Вот основные расчеты мы с вами сделали, да? И уже вот сюда на грудку мы с вами выйдем на 74 петли. Все. Остается нам только набирать и вязать. По этапам, когда мы начнем с вами, ну, будем сейчас вязать, я буду, естественно, все показывать, применять к нашим вот этим расчетам. И вот у меня лежит образец, тоже как бы буду все сразу показывать. Ну, давайте начинаем. Убираем все лишнее. Берем нашу пряжу и начинаем вязать. Итак, берем нашу ниточку, короткий конец на большой палец, которая от моточка на указательный. И любым удобным для вас способом мы набираем вот здесь снизу. Ну, я вот так вот положу, чтобы вам и тут было видно, да? Вот, мы с вами набираем 26, но знаете что, все-таки мы будем вязать поворотными рядами.
И чтобы у нас с вами получилось симметрично, видите, потому что у нас по краю здесь будет идти резиночка, потом опять резиночка, и здесь в конце тоже резиночка. И чтобы, например, у нас начиналось с лицевой и заканчивалось с лицевой, нам для этого нужно, чтобы у нас было нечетное количество петель. И вот тут одна петля, как бы без разницы, какая лицевая, она изнаночная, но она одна, и она нам сделает как бы всю погоду, все настроение задаст в нашем изделии. Вот это какая-то, вы скажете, там одна несчастная петля. Но она очень важная, эта петля, поэтому, да, вот здесь я прибавляю одну петлю, то есть беру нечетное количество. Я буду набирать 27 петель, то есть нам нужно будет выйти, вот эти расчеты мы не трогаем, нам нужно будет выйти на 75 петель. И здесь у нас будет 27 петель. Вот эта одна петля нам очень сделает с вами большую погоду. 75. Здесь я ничего трогать не буду, исправлять здесь ничего я не буду в этих расчетах. Это как бы основа наша. Вот это наш рабочий чертеж. Вот здесь можно все как бы исправлять. Так что набирать я буду нечетное количество. Берем, да, нашу. Вы можете любым способом сделать первую петельку. Это не столь важно. Берем спицы. Я беру сразу круговые, хотя можно было для удобства, чтобы не было никаких звуков, взять чулочные. Вот короткий хвостик на большой, длинный на указательный. И я буду набирать эластичным способом. Это значит как, смотрите, с большого пальца я беру и с указательного. Сейчас я опущу немного пониже. Теперь я меняю направление ниточки. Отпускаю с большого пальца и беру вот таким образом. Теперь я беру с внутренней стороны большого пальца и с указательного. У нас образуется, видите, вот такая вот перемычка вот здесь. Она нам даст как раз эластичность нашего вот этого наборного ряда. Он, видите, тянется, все нормально, резиночка, и возвращается обратно в нужное положение. Вот они, видите, вот эти вот перемычки как раз. Хотите, можете эту сторону сделать лицевой, хотите эту, кому какая нравится. Но главное принцип. Кто-то, если может, умеет, пропускайте эту часть. Не надо писать мне, пожалуйста, в комментариях, что много болтовни. Вы не одни на канале, поэтому объясняю подробно. Перематывайте и все. Так, дальше мы берем опять классическим способом, с большого, с указательного. Потом скидываем и с этой стороны захватываем. С указательного, ой, с большого пальца, ну, с внутренней стороны. Потом с указательного. Вот, перемычки. И они у нас, видите, как бы делятся на такие пары. Таким образом мы набираем нам нужное количество петель. Мы чередуем, видите, через одну. Если вы вдруг что-то неправильно сделаете, то вы увидите, что у вас не образовалась парочка, не образовалась перемычка. Значит, просто нужно распустить и переделать. Вот. Я буду набирать 27. Вы набираете то количество, которое получилось у вас. Вот так, да, чтобы было все видно, чтобы было все наглядно. Набрала я 27 петель. А вот здесь в конце я всегда завязываю, чтобы оно не распускалось. И вот концы получаются одинаковые. Что здесь узелок, что здесь узелок. Вытаскиваем одну спицу. И начинаем с вами вязать. Первую петельку, как всегда, снимаем. И несколько рядов, как я вам уже сказала, мы делаем резиночкой. Изнанка, лицо и так далее. Раз вы здесь начали с изнанки, да, то есть первая кромочная, изнаночная, то здесь предпоследняя петля тоже должна быть изнаночная. Мы должны с вами соблюсти симметрию, чтобы края были одинаковые. Просто если мы с вами возьмем четное количество, у нас края будут не одинаковые у нашего изделия. Вот эти вот краешки, они будут тогда разными. Нам надо, чтобы было это одинаково.
Все, вот резиночкой мы с вами провязываем, как мы с вами и договорились. Давайте 6 рядов. Ну, если честно, я хочу провязать 5 рядов, а объясню почему. Сейчас я вам объясню, почему я это хочу так сделать. Потому что я хочу... Вот видите, последняя у нас, предпоследняя изнанка. Значит, последнюю я тоже провязываю изнанкой. Потому что нам нужно, чтобы наша рабочая ниточка встала как раз под, когда мы ее снимем, чтобы встала под нашу, видите, следующую петельку. Вот здесь я буду заканчивать лицом, поэтому последнюю буду провязывать лицевыми. Вот так почему я хочу провязать 5 рядов, потому что я хочу, чтобы лицо было вот эта сторона. Вот эти вот крупные перемычечки, мне они больше нравятся, когда они на лице, нежели вот этот край. Поэтому вот один ряд я провязала, встала я на лицо, и вот это у меня будет первый мой лицевой ряд. То есть получается, что я провяжу 5 рядов. Или же, если считать с этой стороны, то 4 ряда, не считая вот этот первый ряд. В общем, вяжем, которое вам нравится, количество резиночки, да, величина. Не забывайте считать. Для этого есть вот такой вот приборчик, вот счетчик рядов. Можете на пальчик его одеть, на какой вам удобно, да, чтобы он не мешался, и просчитывать ряды. Просчитывать и вот здесь вот потом их фиксировать и прописывать. Да? Вот. Так что давайте провязываем резиночку мы с вами 1 на 1 и встречаемся. Итак, провязалась, смотрите, резиночка. Вот у меня 5 рядов. Я хочу, чтобы краешек был вот такой вот с этой стороны, да, поэтому я провязала нечетную. В принципе, можно оставить и этот. Пожалуйста, кому какой нравится краешек, тот там и оставляет. Правильно? Посмотрите повнимательнее, какой вам нравится. Вот так. У меня будет моя ниточка в лицевом ряду слева. Вы там как решите. Теперь мы с вами будем делать наши прибавочки вот здесь. Вот тут. Вот. Для этого мы с вами определяем, да, что мы будем делать после вот здесь изнаночной петли, то есть 5 петель отсюда и здесь 5 петель отсюда. Вот так. Вот. А если кто-то хочет делать какой-то рисуночек, там для себя выбрал, то рассчитывайте как бы вот на эти центральные петли. Я буду вязать без рисунка, чтобы не затягивать ничего, поэтому сначала мы вяжем нашу резиночку 5 петелек, ну, кромочная 1, да, 2, 3, 4, 5. И здесь мы с вами делаем из протяжки, поднимаем, перекрещенную одеваем вот таким образом. И вот за переднюю перекрещенную делаем, провязываем лицевую петлю. Дальше мы все с вами провязываем лицевыми петлями. Или у кого там какой-то рисуночек идет до противоположной стороны. И там точно так же перед изнаночной мы сейчас с вами из протяжки тоже сделаем прибавку. Вот. У нас осталось с вами вот наши 5 петель. Здесь мы будем делать перед изнаночной. Здесь мы делаем после 5, да, изнаночной. Здесь мы делаем перед. Тоже так же из протяжки, но одеваем вот таким способом петлю. И за заднюю стеночку перекрещенной. Вот. То есть мы с вами соблюдаем нашу симметрию. Здесь мы провязываем резиночкой. Здесь я последнюю провязываю петлю, так же, как я провязываю предпоследнюю. Потому что у нас наша рабочая ниточка встает под нашу, когда мы ее снимем, она встает под нашу следующую петлю. Вот. Тут мы вяжем, в изнаночном ряду мы вяжем без прибавок, без убавок. То есть просто провязываем с вами изнаночный ряд по рисунку. Здесь у меня как бы никакого рисуночка нету, поэтому я провязываю все изнаночными петлями. Единственное, соблюдаю по краям резинку, чтобы она у нас не, края не загибались. И все. Вот таким образом мы с вами вяжем
Наши прибавочки тоже, то есть вывязываем длину нашей попочки, сколько получится. Здесь я провязываю кромочную изнаночной, потому что предпоследняя была изнаночной. Вот. И в каждом лицевом ряду мы с вами будем делать прибавки. Вот эти вот места, где прибавочки у нас были, мы с вами запланировали 8. Ну, давайте как бы 8 и сделаем. Да, вот они вот у нас идут. Чтобы они у нас шли, видите, точно так же вот они, эти прибавки, также симметрично. И с этой стороны, видите. Поэтому мы с одной стороны делаем за переднюю стеночку. Давайте я вам покажу еще раз. Тут мы с вами провязываем нашу резиночку 5 петелек. Вот мы тут изнаночную провязали, потом поднимаем из протяжки вот так. И вот за переднюю стеночку перекрещиваем, чтобы не было у нас никаких дырочек с вами. Кто хочет дырочки как бы декоративно, просто делайте накид тогда. И в изнаночном ряду вы накид провязываете. У вас получится дырочка, тоже как бы как ажурчик, тоже будет красиво. Быстренько довязываем до той стороны. Видите, пока с вами болтаем, уже 2 прибавочки мы с вами сделали. Так что все у нас получится быстренько. Вот видите, провязываем лицевую. Вот мы остановились перед изнаночной. Поднимаем ее с протяжки, только уже вот таким способом. Вот так. Там мы делали вот так. Ой, с протяжки поднимали. Здесь наоборот. Вот так. И за заднюю стеночку перекрещенной провязываем. Все. Дальше наша резиночка идет. И все. Все. Вот так нам надо вывязать высоту нашей попочки. У меня это должно получиться 8 сантиметров. У вас сколько вы по расчетам, если вы вяжете со мной, то точно так же. Видите, здесь уже у нас вырисовывается такой вот рисуночек. Кстати, кто хочет, может оставить этой стороной. Получится и там красиво. В общем, делаем наше количество прибавок. И вот здесь уже с вами встречаемся. Я провязала. Смотрите, сделала я по 8 прибавок. Вот что у меня получилось. Видите, вот тут прибавочки идут по краешку. И вот здесь по краешку. Все симметрично, одинаково. Но о чем я и говорила. Я померила. У меня получается 7 сантиметров, а нужно 8. Ну, опять-таки же, да, так строго, что придерживаться, да, но я хочу сделать еще одну прибавочку по 9, вот здесь вот, да, вот один рядочек провязать. Да, вот опять-таки же, я же говорю, почему мы все вот это все, да, делаем черновичок. Здесь я себе пишу, что я сделала 9 прибавок, а здесь сразу же вношу коррекцию и пишу, что нам нужно будет прибавить по 12 петель. Да, потому что мы увеличили здесь. И вот здесь мы с вами раз набрали 27, то здесь у нас должно получиться 43. Вот. Это все коррекции мы вносим. А некоторые тоже смотрят мое видео и говорят, вы на ходу все меняете, все у вас туда, все приблизительно. Но поймите меня, девочки, это же живой процесс. Вот я с вами вместе вяжу точно так же. И вношу поправки, потому что мы предполагаем одно, по факту получается немножко другое. Но я думаю, что суть это не меняет. Я хочу, чтобы вы тоже это поняли, что если у вас какие-то получаются вот так вот, видите, как вот у меня неожиданности, ну, опять-таки же, это не неожиданность, это просто рабочий процесс. Все так тоже может быть. Может, вы наоборот много провязали. Так что промеряйте и сравнивайте, и вносите сразу изменения. Это живой процесс, я вяжу вместе с вами. За кадром у меня остаются вот эти моменты, которые как бы уже не нужны, ну, которым я свяжу самостоятельно, вы свяжете самостоятельно. А вот такие вот главные моменты, естественно, я их озвучиваю и делаю на них акцент. Так что я провязываю еще одну, и мы с вами встречаемся и будем делать вот эти прибавки. Итак, провязала я еще по одной прибавке. Получилось у меня 45 петель. Пишу вот здесь, что получилось у меня 45. Да? Вот. По высоте у меня получилось почти 8. Почти нормально. Все, да? Это, смотрите, это что касается девочек. Для девочек мы сейчас будем с вами формировать. Да, формировать будем вот эту вот часть. То есть, как бы, ну, талию, да? У кого мальчики?
Провяжите просто прямо, дальше прямо вяжите, без прибавок, без ничего. Хотя можете там, например, делать через 2 лицевых ряда прибавочки, да, то есть по чуть-чуть. И опять-таки же просчитывайте. Просто вам потом вот это меньшее количество нужно будет делать прибавок. Вот здесь вот, да. То есть провяжите, это ваше причинное место, да, а дальше все то же самое, как у девочек. Вы можете просто прямо провязать или же несколько петелек опять вот здесь вот сделать прибавочек. Но опять-таки же без фанатизма, если вы сделаете их здесь много, то тогда у вас вот тут вот совсем мало придется, то есть пузика не будет у вас. Вот. Дальше, что у девочек, что у мальчиков, все одно и то же идет. Просто у мальчиков вот эта часть, да, она вот так вот, получится вот так. Вот эта часть будет подлиннее, она прямая. То есть прибавки им тоже здесь можно сделать, ну не 3, 2 можно сделать, правильно же, да? Или сократить между прибавками ряды, если вы хотите как бы сформировать тоже небольшую талию, грудку, но талия у вас, как бы вы перескочите этот момент, когда мы будем формировать талию. Поэтому вот, например, да, вот здесь 3 прибавки, у нас получается 3 здесь, да, у девочек. Вы их можете вот здесь вот компенсировать, то есть продолжать еще 3 раза, и мы с вами выйдем уже на одинаковое количество петель. Вот, для мальчиков я таким образом советую поступить. И дальше, да, как будто бы вы провязали эту часть, и мы с вами тут встретились. Мы с вами воздушными петельками набираем 12 петель. Затягивайте хорошо вот здесь вот, чтобы у нас не было таких больших протяжек. Мы лучше потрудимся немножко и помучаемся вот здесь с провязыванием этих петель, но зато они не будут у нас сильно такие, знаете, свободные. 2, вот просто петельку, да, мы делаем 2, 3, 4, 5 и так далее. Я буду набирать 12, вы свое количество. Мы набрали с вами вот нужное количество, у меня 12. И теперь я вот от этих петелек, чтобы как бы войти нам в рисуночек, вот здесь в нашу резиночку, здесь нам тоже нужно будет провязать резиночкой. И вот я как бы отсчитываю, да, вот лицо, ну, с какой мне начать нужно будет. Лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо. Значит, одна кромочная, следующая у меня должна быть лицевая. Вот. Я точно так же снимаю. Не бойтесь, что оно растянутое, оно сядет потом как нужно. Лицо. И также провязываю резиночкой лицо и изнанка. Ой, аккуратно, не торопясь. Тоже так, чтобы не хочется, чтобы такое место, это, знаете, на пузике капризное. И не хочется, чтобы оно тоже было сильно растянуто. Поэтому по максимуму я стараюсь это сделать потуже. Так, я запуталась, смотрите, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, ой, сейчас, лицо. И изнанка. Вот. Все. Мы вошли в нашу, видите, вот наш рисуночек, в нашу резиночку. Вот. Вот. Все. Дальше прибавки мы больше не делаем. Все. Вяжем по рисунку. Далее, да, у кого сколько получилось. Ой. До конца ряда. Довязали ряд до конца. Поворачиваемся и точно так же набираем такое же количество петель. Тоже так же проделаем ту же самую мы процедуру. Только если тут мы начинали с вами с лицевой, то здесь мы будем, чтобы попасть в рисунок, начинать с изнаночной, после кромочной. Вот, тоже, чтобы попасть нам в рисунок. Ну, а лучше, конечно, вы перепроверьте. Проверьте. Лучше 10 раз проверить, да, чем распускать и переделывать. Вот. Проделываем ту же самую манипуляцию и встречаемся уже, как бы я вам объясню, что к чему дальше.
Вот, смотрите, прошлась я обратно. Вот здесь набрала, здесь набрала. Теперь нам нужно провязать, ну, такое же количество рядов. Ну, или хотя бы у нас не получится такое. Получается, видите, по-разному. Здесь с этой стороны на один ряд побольше. Ну, это не страшно. Чисто визуально потом это не будет заметно. Вот, поэтому, ну, давайте вот этот как будто посчитаем. Это один ряд. То есть, и еще 4 ряда. Итого 5. И тогда получится одинаково у нас. Вот, провяжем резиночку и встретимся. Итак, смотрите, провязала я 5 рядов резиночки. С этой стороны это выглядит вот так, с этой стороны так. Перешла я потом после резиночки на обычные лицевые. Мне никакого рисунка не подразумевается. Единственное, что я сразу выделила регланную линию. То есть оставила ее, как она шла. Вот смотрите, изнаночной, да, вот. Так она и будет идти. Но единственное, что вот здесь в расчетах у меня получалось по 6 петель на реглан, ну вот, то есть как бы, да, вот наперед по 6 петель и одна петля, вот она изнаночная, регланная линия идет, да, то, как всегда, я же вам говорила, вносят свои коррективы, вот эта вот изнаночная петля. Можно было, конечно, эту сохранить, но тогда здесь у меня получалась грудка 5 петель. Сейчас она у меня получается 7 петель, я думаю, ну, кромочную я не считаю, вот они, 1, 2, 3, 7 петель грудка. Кромочная у нас все равно, она зашьется, она у нас не будет как бы в счет идти. И одна. Ну, единственное, в дальнейшем корректировка войдет в спинку, скорее всего, тут на 2 петли изменится. Это не критично. В общем, что я хочу сказать, да, это вот вариант для девочек. Да. Сейчас у нас с вами, я сейчас скажу, сколько у нас должно быть петель, сейчас посчитаю. Итак, я посчитала, смотрите, у нас получилось у меня 69 петель. Сейчас вот здесь как бы это обозначить так, да, вот, ну, 69 я вот так напишу, да, вот здесь отсюда до сюда, да, у нас 69 петель у меня получилось. Вот, так как это как бы, ну, записи для нас такие, да, скажем, черновые, вы тоже себе там чиркайте, пишите, так, чтобы потом это все сохранилось и вы запомнили. Вот, да. Теперь нам нужно прибавить до 75 6 петель. Вот, смотрите, я провязала 5 лицевых рядов. Это для девочек, да, для девочек. 5 лицевых рядов для мальчиков, сейчас объясню. Для девочек 5 лицевых рядов. В 6-м лицевом ряду я буду делать прибавку после регланной линии. Вот здесь специально я ее выделила, ну, как бы для симметрии, тоже для красоты. Здесь после вот этой изнаночной, а здесь до изнаночной. В каждом 6-м лицевом ряду. Да, вот так вот. Для мальчиков. Для мальчики должны были провязать вот здесь побольше. Вот здесь побольше как раз, да. И сделать вот эти вот 3 прибавки здесь. Или такой вариант вы делаете, или вы делаете, вяжете, то есть вот так, да, у вас будет вот это подлиннее, эта часть покороче, то есть укладываете 6 этих прибавочек, этих петель именно вот в это пространство. Вот. Это вот что касается нашего задания, так скажем, на будущее. На этом я хочу как бы эту часть видео закончить. Встретимся мы с вами уже, когда мы довяжем до нашего реглана, когда нам нужно будет увязывать реглан. Теперь сколько вязать для девочек. У меня это ширина шага. Ширина шага. Вот она, мы записывали ее вот здесь в расчетах. Равняется она у меня 15 сантиметров, где-то примерно по расчетам это 40 рядов. Ну, 40 рядов это 15 сантиметров. Вот так, да, я вам пишу. Вот. Но опять-таки же это все приблизительно, как уже здесь показала, да. Так что мы пока вяжем, нас интересуют не ряды, нас интересуют сантиметры. Нам нужно вырезать эту ширину шага. Но опять-таки же, если мы ее вывяжем, например, не 15, а 14, то я думаю, ничего страшного не будет. Вот. Просто если мы ее сделаем побольше, тогда вот здесь будет собираться вот так вот пузырь на ноге. Пусть лучше будет на сантиметр поменьше. Вот. Это задание на будущее. У мальчиков это, естественно, ширина шага будет поменьше. Это с резинкой, девочки, с резинкой. Я меряю с резинкой 15 сантиметров. Вот. И для мальчиков тоже. Вот. Вяжем, мы выполняем вот это задание. Да? Вот этот низ мы с вами сделали. Вот что получилось. Очень даже ничего. Вот. Осталось нам всего ничего. Я вам сейчас покажу, как я буду делать прибавочки. Да? Остальные прибавки. Вот это вот у меня 6-й, получается, лицевой ряд. Вы можете одеть на пальчик счетчик рядов, да, и считать
по счетчику рядов. Только считайте, не забывайте лицевые ряды. Вот, изнанку я эту провязала. Если у вас этой изнанки вы не будете делать, просто, ну, определите для себя, например, да, вот провязали 7 петель, 8 петель, 6, сколько вы закладываете на грудку, но это вообще не важно. Просто, чтобы было расстояние одинаковое здесь и здесь. Запомните просто эту цифру, и все. Я поэтому себе, чтобы и как бы не считать, не высчитывать, сделала вот такой вот себе маячок в виде вот этой вот петли. Точно так же. Нет, давайте точно так же мы не будем делать. Мы не будем, мы из предыдущей петли провяжем, чтобы не так было заметно эту прибавку. Вот так. Вот так. Ее не будет, она так не будет сильно бросаться в глаза. Вот. Да? Как шла ровненько, так и идет. Сейчас давайте довязываем до противоположного края, и там покажу, как мы будем делать. Вот смотрите, мы довязываем, да, провязываем вот эту петлю лицевую. Вот у нас идет изнаночная, да. Но если вы так не делаете, просто вот ваше количество, да, и вот это вот с нижнего ряда, но с другой стороны. Там мы делали с другой стороны петельку, да, поднимали, а здесь вот с этой стороны мы поднимаем и провязываем. Все. Сейчас, да, вот получается, это у меня 6-й лицевой ряд. Изнаночный я провязываю, возвращаюсь к началу, да, ряда лицевого, и все. И опять лицевые ряды, я отсчитываю 5 лицевых рядов, в 6-м я проделаю ту же самую манипуляцию. И так нам остается еще 2 раза так сделать, и все. Остальную длину по ширине шага мы довязываем, ну, по сантиметрам я имею в виду, просто без прибавок, без убавок. Заодно просчитаем наше количество петель, чтобы оно сошлось, чтобы было все ровненько. Кстати, у кого, кто довяжет уже до реглана, да, можете, у кого собачка под рукой, можете заодно и примерить, приложить на собачку. Вот, потому что будет возможность у нас еще с вами, у кого-то, если мало, то выровнять по вот этим линиям, не линиям, а петелькам, подрезах, на них ширину сыграть. Ну, в общем, как бы вот все, да, что у нас в этой части, что мы хотели, какие задания выполнить, мы выполнили. Буду выпускать я по частям, то есть эту часть, следующая часть будет потом. Раньше я выпускала, сначала снимала весь мастер-класс, а потом все выкладывала. Но YouTube мне не рекомендовал так делать. YouTube рекомендовал мне делать все по частям. Вот, я как бы хочу сделать такой эксперимент, попробовать, как это будет отражаться как бы на моих просмотрах и вообще на канале. В общем, как всегда, ставим мы лайки, подписываемся на мои соцсети обязательно, ВКонтакте, в Инстаграме, где там еще, в Фейсбуке, в Одноклассниках, боже, я везде есть, в Пинтересе, везде. В общем, находите меня, везде делаю посты, везде фотографирую, ну, по мере возможности, конечно, потому что это занимает очень много времени. Вот, на творчество остается мало времени. В общем, поменьше болтовни, больше дела. Всем пока-пока. Встречаемся мы в следующей части. Жду вас в следующей части всех.